Рейсовый автобус задержался на 10 минут, но все-таки пришел. Какое счастье, а то Таня уже подумала, что ей придется добираться домой на такси или автостопом, а это далеко не самый лучший способ доехать до дома. На такси дорого, автостопом опасно. Таня жила сейчас за городом в деревенском домике, доставшемся ей по наследству от родной тети. 2 года назад этой одинокой и доброй женщины не стало, и оказалось, что в завещании она отписала свою недвижимость на имя любимой племянницы. «Если хочешь, можешь поехать и пожить там», так Тане предложила мама. «Не понравится, продашь дом и вернешься». Они жили тогда в Новосибирске, и Тане, в общем, не хотелось переезжать из большого города в маленький. Но она только что окончила строительный колледж и пока еще не нашла работу, поэтому решила попытать счастье на новом месте. А если не получится там устроиться, то и впрямь продаст теткину недвижимость и вернется домой при деньгах. Таня переехала на новое место, и так ей понравился этот маленький, ухоженный, уютный домик, что она захотела там пожить хотя бы несколько дней, а потом несколько месяцев, так и год прошел. Климат здесь был помягче, чем в Сибири, за счет того, что весна в этих краях наступала значительно раньше, и холода были не такие суровые, как в родных местах Тани. На какие же средства она все это время жила? Сперва Татьяна устроилась в поселковый магазин, но ей там не понравилось работать, и она стала искать работу в городе, благо автобус туда из поселка ходил регулярно. Таня уволилась из магазина и в первый же день поисков в городе наткнулась на объявление о наборе операторов в колл-центр, пошла по указанному адресу, и ее сразу взяли туда работать. Работа оператором колл-центра стала очень интересным и в чем-то даже забавным опытом для Тани. В огромном зале там стояли рядами столы, оборудованные под рабочие места операторов. Столы были разделены перегородками и образовывали что-то типа ячеек. В каждой ячейке стояло по компьютеру, и за этими компьютерами сидели люди. В основном это были девушки с наушниками с микрофонами. Они должны были проводить опросы по случайным номерам, то ли сгенерированным компьютерной программой, то ли заранее забитыми чьей-то доброй рукой в некую электронную базу. И вот когда все эти девушки разговаривали вслух с клиентами, то в зале стоял непрекращающийся гул, как в пчелином улье. Девушки и впрямь трудились в этом колл-центре, как пчелы. Правда, зарплату за свой труд получали мизерную. «Привет, как тебя зовут?» В первый же день обратился к Тане парень, который там работал. «Татьяна», — ответила Таня. «А тебя?» «А меня зовут Тимур», — сказал парень и немного смущенно продолжил. «Ты? Не могла бы мне одолжить немного денег? Рублей 200, 300, 500, но лучше пару тысяч, а то у меня кошелек совсем пустой, а до зарплаты еще жить и жить». «Ой, ты знаешь, я сама сейчас на мели, так что, наверное, не смогу», — ответила Таня. «Я карту кредитную в банке взяла, ею и пользуюсь». «Так давай с нее и снимем», — оживился Тимур. «Не-е-е-ет», — покачала головой Таня. «Будет большая переплата». Тимур фыркнул, повернулся и ушел. «Что денег просил?» — послышалось за спиной Тани. Она повернулась и заметила девушку. Это была симпатичная, задорная девушка с ярким макияжем, и на фоне мрачного офиса она казалась инопланетянкой. «Ага», — кивнула Таня. «Не дала?» «Не-а». «Ну и правильно, он у всех просит. Тебя Таня зовут?» «Да». «А меня Джулия». «Джулия!» Девушку и впрямь звали Джулией. Оказалось, что ее мама была ярой поклонницей сериала «Санта-Барбара» и назвала ее в честь одной героини из этого сериала. Таня потом еще пересекалась с Джулией за перекусом в столовой, но они так и не подружились. Дружить здесь было некогда, работали много. Из-за маленькой зарплаты Таня продержалась там всего 2 месяца и уволилась. Денег ей не хватало, карьерного роста там почти никакого не ожидалось, поэтому ушла. «Мам, там просто дно какое-то», — возмущалась Таня, разговаривая с мамой по телефону. Мама поддерживала дочь и морально, и материально, делала ей иногда денежные переводы и даже однажды прислала посылку с 3-литровой банкой красной икры и кедровыми орешками. Не через почту, конечно, знакомый мамы дальнобоем занимался.
Вот и прихватил по пути посылочку. Эта икра Таню здорово выручала, если честно, спасибо маме. После колл-центра Таня устроилась на швейную фабрику. Она с детства умела и любила шить, поэтому сперва работа швеи ей была в радость, а потом начальство стало слишком загружать шитьем, и появилась сильная усталость. Но зарплату на этой фабрике платили приличную, поэтому Таня решила потерпеть до весны, а там, может, что-то еще подвернется. И вот, как раз на рейсовом автобусе, она в тот вечер и возвращалась домой со смены на фабрике. В автобусе из пассажиров кроме нее никого не было, Таня удобно уселась на сидении и задремала. Все равно ее остановка конечная, так что, если что, водитель разбудит. Татьяна уже погрузилась в достаточно глубокий сон, когда автобус тряхнуло, качнуло, и он остановился. «Ах, ё пересете!» — послышался голос водителя. «Что случилось?» — крикнула ему Таня. «Колеса пробили обо что-то», — обреченно сообщил водитель. Это был молодой парень, чуть постарше самой Тани. «И что теперь делать?» — недоуменно спросила она. «Менять», — обреченно сказал водитель. «Так темно же», — заметила Таня. «А другого выхода нет, тем более, что здесь мобильная связь отсутствует, а так можно было бы кого-то вызвать на подмогу». Делать нечего, Таня осталась сидеть в автобусе, а водитель пошел менять колеса, благо, хоть у него как раз 2 запаски были прихвачены. Долго ли, коротко ли, но работу он уже заканчивал, даже предупредил Таню, что минут через 15 должны поехать. «Вам помочь?» — спросила она, высунувшись из автобуса. «Да? Можете собрать вокруг меня мелкий инструмент в ящик, чтобы быстрее поехали». Таня спрыгнула на заснеженную дорогу, стала собирать инструменты, как вдруг вдоль обочины появились маленькие зеленоватые огоньки, как будто летние мотыльки вдруг проснулись и стали летать возле темных елей. «Ой, что это?» — недоуменно воскликнула Таня. Парень отвлекся от колеса и посмотрел в направлении, куда показывала его незадачливая пассажирка. Вдруг он неожиданно взвизгнул, прямо как испуганная девочка, схватил Таню за руку и рванул в автобус, мгновенно закрыв там за собой все двери. «Что? Что там? Инопланетяне?» — допытывалась она. «Да. Какие к чертям инопланетяне? Посмотри же, это огромная стая волков!» — закричал он. «Или псов, или каких-то других животных!» Но это были никакие не псы и не другие, а именно волки. Они вышли на дорогу и без страха приблизились к автобусу. Окружив его, они остановились в тусклом свете фар и начали выть. «Господи, какой зловещий вой! Аж мороз по коже!» — тихо сказала Таня. «Что нам теперь делать?» «Ничего», — ответил водитель. «Будем сидеть и ждать, пока они не уйдут, потому что второе колесо я еще не доделал». «Зашибись, торчать здесь всю ночь теперь», — покачала головой Таня. «А как тебя зовут?» «Майрис», — ответил водитель. «Никогда такого имени не слыхала», — удивилась Таня. «Бабушка была родом из Прибалтики. Она и попросила так меня назвать. Можешь звать Мишей или Майклом, если не запомнить это имя», — сказал водитель. «Нет, я запомню», — уверила его Таня. «Майрис. Красиво звучит». Волки тем временем продолжали выть. Их было много, очень много, штук 50, не меньше. Или Тане так казалось, у страха же глаза велики. Какое-то время этот кошмар продолжался, а потом вой затих, и волки ушли, как будто растворились в ночи. «Вот, что это было?» — покачал головой Майрис. «Жуть, жуть. Но они ведь спокойно себя вели, и это еще больше удивляет». «Мало ли», — вздохнула Таня. «Животные нас понимают лучше, чем мы их». Он принес свой термос с кофе и пакет с пирожками и угостил Таню. Нужно было выходить и заканчивать с колесами. В такое позднее время вряд ли кто-то поедет мимо, разве что утром грейдер станет дорогу чистить, но до утра слишком долго ждать. Все-таки он набрался смелости и вышел, доделал колеса. Уже когда он закончил работу и собрался уходить, из леса опять вышли волки. Стая осталась вдалеке, а к Майрису подошел только один волк. Зверь лег на брюхо и пополз к человеку, как будто умоляя его о чем-то.
«Нет, я так больше не могу», — даже рассердился Майрис, сделав пару шагов в сторону волка. Волк остановился и отполз назад. Тогда Майрис сделал еще пару шагов. Волк опять отполз. «Господи, да он куда-то зовет тебя!» — крикнула из приоткрытого окна Таня. «Оставайся в автобусе, а я пойду за ним», — сказал водитель и, направив фонарь в сторону елей, уверенно направился к стае. Стая расступилась, растеклась по придорожным кустам и деревьям, и он больше не видел их. Только один волк шел впереди него, указывая дорогу. Страха у человека уже не было. Он чувствовал присутствие диких животных повсюду, но был невозмутим. Ему казалось, что тихий и уверенный голос в его голове внушает, чтобы он не боялся. И тут Майрис все понял. Под поваленным деревом лежала волчица. Парень почему-то сразу догадался, что это именно волчица, а не самец. Наверное, потому, как сопровождающий его волк подбежал к ней и лизнул в ухо. Дерево придавило волчице лапу, ей никак было не выбраться из-под толстого ствола. «Я попробую», — пообещал Майрис. Кому он это пообещал? Волку? Бедной волчице? Сам себе? Он обхватил ствол руками и резко дернул его. Дерево сдвинулось, потеряло опору и скатилось во враг. Волчица была спасена. Она немного хромала, когда уходила, но на волках все быстро заживает. Майрис это знал. Он посмотрел вслед неспешно удаляющейся стае. Потом вернулся в автобус и об всем рассказал Тане. «Эх, зря я с тобой не пошла», — расстроилась она. «Может быть, и зря это было потрясающее ощущение, как будто они приняли меня к себе», — сказал он, завел автобус и повез Таню в деревню. После этого случая Майрис и Таня подружились и начали встречаться. Потом они поженились и стали жить в маленьком домике Тани. С ними случались разные истории, они попадали в различные ситуации, это была их обычная повседневная жизнь. Майрис все так же продолжал работать на рейсовом автобусе, и иногда зимой, когда он возвращался с работы домой на своей машине, на том участке дороги, где он помог волчице, из кустов выскакивали волки и сопровождали его машину. Это бывало очень редко, поэтому Майрис ценил такие моменты и никогда не забывал то чувство единения со стаей, с природой, которое испытал однажды.